Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТПА и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала RGINK. Спасибо каналу RGINK за отличное видео. Добрый день, с вами Джейсон Робинсон. Я инструктор RGB в Вудстоке, штат Джорджия. Сегодня мы рассмотрим, как правильно подобрать диаметр отверстия сопла и его радиус для корректного соединения с пресс-формой. На практике при литье пластмасс самые серьезные проблемы порой имеют простейшие решения. Перед нами на столе инструментального цеха расположена форма, которую сняли с ТПА. Это центрирующее кольцо. А это литниковая втулка с вогнутой сферической поверхностью. Для измерения я использую радиусный калибр для литниковых втулок. Он имеет две рабочие стороны. Большая сторона соответствует радиусу 3/4 дюйма, а меньшая – радиусу полдюйма. На калибре нанесены две риски с каждой стороны, которые должны совпадать с краями полусферы внутри втулки. Определим необходимый размер. Прикладываю калибр стороной радиусом в полдюйма. Я его вставил, он помещается, но, как мы видим, риски не прилегают к поверхности самой литниковой втулки. Иными словами, радиус втулки больше. Теперь используем противоположную сторону с радиусом 3/4 дюйма. Именно этот размер и соответствует радиусу литниковой втулки пресс-формы. Определив радиус втулки, применим другую сторону калибра для измерения наконечника сопла ТПА. Радиус этого калибра составляет 3/4 дюйма. На нем есть соответствующая этому значению маркировка. Найдем наконечник с таким же радиусом. У данного экземпляра при измерении имеется люфт. Вероятно, его радиус меньше, примерно полдюйма. Проверим другой наконечник. Он подходит идеально. Перевернем калибр, чтобы увидеть маркировку. Радиус этой стороны 3/4 дюйма, так что рассматриваемый наконечник подходит идеально. Если установить наконечник с меньшим радиусом в полдюйма, его использование приведет к утечке расплава. Так что наконечник с радиусом в 3/4 дюйма подобран верно. Данный калибр применим и для сменных наконечников, которые используются чаще всего. Принцип действия тот же. Сторона с радиусом полдюйма не подходит, она слишком мала. У наконечника сопла, который я держу в руках, радиус 3/4 дюйма. Для этой пресс-формы подходит такое значение. Для сравнения, вот наконечник с радиусом полдюйма. При прикладывании стороны в 3/4 видно, что люфт слишком большой, а сторона на полдюйма соответствует размеру наконечника и подходит идеально. Далее используем калибр для измерения отверстия сопла. С помощью этого калибра мы также измерим диаметр канала литниковой втулки. Одна сторона калибра размечена в 0,16 долях дюйма. Каждая ступень соответствует определенному размеру. Если входит только первая ступень, это 1/16 дюйма. Вторая – 2/16 или 1/8 дюйма. Другая сторона калибра размечена в 32 долях. При осуществлении измерений, если первая ступень проходит в отверстие, значит соответствует 3/32. Если заходит вторая, это 5/32. Давайте измерим диаметр литникового канала с помощью стороны с 16 долями. Первая ступень входит в отверстие. Вторая тоже. Но третья нет. Так как калибр вошел в отверстие до второй ступени включительно, а третья осталась снаружи. Значит, диаметр отверстия литниковой втулки составит 2/16 или 1/8 дюйма. Перейдем к измерению наконечника сопла. Диаметр этого отверстия, как правило, меньше, чем у литниковой втулки в форме. В данном случае он не должен превышать 1/8 дюйма.
При измерении используем сторону калибра 16 долями. Ступень на 1/16 проходит, на 2/16 нет. Значит, диаметр отверстия 1/16 дюйма, или может быть немного больше. Обратите внимание, что визуальное отверстие в наконечнике сопла меньше, чем отверстие во втулке литникового канала. В любом случае, для оптимального контроля необходимо использование калибра. Если бы я установил этот наконечник, он не подошел бы по радиусу, а также отверстия в наконечнике гораздо больше, чем во втулке, поэтому даже если их радиус совпадет, применение такого наконечника неизбежно вызовет утечку. Теперь рассмотрим, как проводить аналогичные измерения в случаях, когда пресс-форма установлена на ТПА. Этот процесс немного сложнее. Сначала проверим радиус наконечника. Сторона калибра на полдюйма не подходит. Радиус наконечника меньше, чем эта сторона калибра. Я переверну калибр и применю другую сторону в 3/4 дюйма. Несмотря на плохое освещение, можно заметить, что это значение подходит. Соответствие радиуса втулки проверяется аналогично. Сторона в 3/4 подходит идеально. Обратите внимание, что если измерить радиус втулки другой стороной калибра в полдюйма, появляется излишний люфт. Согласно проведенным измерениям, радиус втулки и наконечника составил 3/4 дюйма. Измерение отверстия наконечника сопла, установленного на ТПА, может быть затруднено из-за застывшего расплава внутри. Сейчас, когда ТПА отключен, калибр, вероятно, не пройдет внутрь из-за расплава, застывшего внутри. Тем не менее, можно измерить отверстие втулки тем же способом, что и ранее. Одна ступень входит, вторая тоже, что соответствует значению диаметра в 2/16 или 1/8. Что же касается наконечника, измерения необходимо проводить до установки или точно знать его характеристики. Помимо негативного влияния на технологический процесс, утечка расплава между соплом и литниковой втулкой приводит к попадению пластика на нагреватели, что, скорее всего, вызовет их поломку. Термопара, расположенная под ним, также будет повреждена. Все эти компоненты потребуют замены и повторного подключения. Благодарю за внимание к сегодняшнему выпуску, посвященному измерению наконечника сопла. В завершении предлагаю задуматься. Во-первых, какие еще неупомянутые факторы могут стать причиной утечки в зоне контакта формы и наконечника? И во-вторых, какие еще последствия для технологического процесса это может повлечь? Благодарю за просмотр. Спасибо за ваше время и внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.